Итак, ребята, доброе утро всем. Всем, кто зашел на канал Просто Филимоныч, ко мне в гости. Меня зовут Олег, кто не знаком. Я веду свой блог о буднях дальнобоя. То есть я рассказываю о своей работе, о своих переживаниях, о своих удачах, неудачах, о своих проблемах, о том, как я их решаю. Сегодня у нас 12 марта. Я, как видите, в каюте нахожусь. Нахожусь я на пароме Стена Ливия. Иду из Травемунда на Лепою. И оттуда на своей машине еду домой. Придем мы сегодня вечером в порт. Вышли вчера вечером, придем сегодня вечером. И есть там какие дела у Лепы, и потом понесусь домой. Как видите, я на своей машине ехал в Германию, и сейчас из Германии я еду тоже на своей машине, но паром. Сейчас немножко покажу свою каюту. У меня каюта двухместная, я сегодня в ней и живу. Ну вот, смотрите, очень такая хорошая каютка у меня, угловая. Вот, там иллюминатор. Где-то вот там, видите, вот там, вот там иллюминатор. Я его не открываю, хотя можно опустить кровать и, как говорится, шконку, и все в порядке будет. Телевизор рабочий, кстати, в каюте есть интернет. Вот мой уголок. Даже чайник с собой взял. Не хожу там платить деньги, потому что я за свой счет еду, а не за счет фирмы. Ну и вот такой вот туалет, душ. Мои причиндалы и душевая кабина, так что все в порядке, все очень-очень даже комфортно. Супер. Это то, что касается каюты. Ну, все показал. Так, да, все показал. Сижу вот сейчас, делаю очередное видео, видите. Не отдыхаю, не валяюсь на шконке, а занимаюсь видосами. Очередной видос сохраняется. Ребята, в этом видео я хочу рассказать то, что обещал, то, что планировал. Это мои впечатления, нюансы работы на 4 компаниях. Как кто смотрит мой канал, знает, что я за это время уже работал на 4 компаниях. Первая из них была Heisterkamp, вторая была FME Fix, третья была Ника 2 и вот 4-я была Cargo Trans. Может кто-то подумает: о, лягушка прыгает туда-сюда, туда-сюда. Знаете, просто бывают такие ситуации, что нужно искать лучше. И не только в финансовом вопросе, но и в вопросе комфорта по графику. Мне нужен определенный график. И, соответственно, наверное, чтобы в этом графике вписывалась необходимая минимальная заработная плата, которая меня устраивает. Поэтому было 4 компании на данный момент. Но их может быть 5, 6, 10. Я не считаю, что человек должен быть привязан к одному месту, как там считалось в советское время. Каждый ищет там, где ему удобнее, где ему комфортнее, где ему все нравится. И тогда, когда он находит это место, он, конечно, с удовольствием в нем работает. Так вот, в этом видео я хочу рассказать о всех этих вопросах, рассказать, раскрыть эти все вопросы. И я не буду говорить, плюс это или минус. Даже, наверное, не буду пытаться как-то сказать, выразить свое, да, там, какими-то там выражениями грубыми или наоборот там хорошими в отношении одной либо другой компании. Я просто буду рассказывать нюансы по каждой компании, по каждому вопросу, а выводы делать вам. Так что поехали, как говорится. Не отключайтесь, смотрите, рассказывать буду я, а вы будете слушать. И вопросы задавайте в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу, ребят. Ну что, ребят, пункт первый, который интересует всех, достаточно серьезно всех, это офис, как до него добираться, соответственно, и договор.
Итак, начнем по порядку. Первое. Хестеркамп. Я сам родом из Латвии, живу в Риге. И в Риге есть филиал компании Хестеркамп, которая, в принципе, голландская компания. И непосредственно в Риге, ну там Маруб, это, грубо говоря, Рига, есть офис. Я приехал в офис нормальный, да, есть там кабинеты, все как положено, комфортный, и кофе предлагают, все тебе предлагают, тебя выслушают и сделают вывод, берут они тебя на работу, либо не берут. Приехал я в офис, поговорили, обговорили ситуацию, сказал, что я начинающий, да, нет проблем. Объяснили, что будет обучение в Голландии, там 1 неделю, и потом будет стажировка, там, в зависимости от ситуации. Подписал договор, на тот момент там был график 3.1, 6.3, но можно было остаться и на 8 недель, это недели, да, 6 недель, 3 дома, 6 на работе, 3 дома, 3 на работе, 1 дома, либо бывало, что могут попросить еще на 1-2 недели задержаться, тогда можно было получиться, ну тоже 3, а могло получиться 4 недели. Да. Договор подписывается там на месте, в офисе. Зарплата на тот момент, когда я устраивался, это было 2021 год, осень. Если есть ДР, да, это типа разрешение на перевозку опасных грузов, то 75 евро, если нет ОДР, то 70 евро. У меня нет ОДР, и на данный момент у меня, кстати, нет ОДР. Я подписал договор на 70 евро. Но скажу сразу, ребята, есть возможность обговорить условия, и могут вам согласиться пойти к вам навстречу, да, и сделать 72, 73, 74, 75, все зависит от вас самих. Надо это обговаривать. Ну, я имею в виду без ОДР. Подписал на 70 евро, и все, я как-то, знаете, вообще был доволен, что меня на эту работу взяли. Это то, что касается компании Хестеркамп. Вторая компания в моей жизни была FME, это польская компания, грубо говоря, скажем, которая работает с несколькими голландскими компаниями. Их может быть и 5, и 6, я точно не знаю. В принципе, я когда-нибудь сделаю видео, если будет возможность, с руководителем этой компании. У нас такая как бы маленькая договоренность была на тот момент, но это все сорвалось. Но суть не в этом. Офис компании FME находится в Польше, в городе Богданец, по-моему, Богдановец или Богданец. Так вот, чтобы попасть в эту компанию, с вами должны связаться, либо вы должны связаться и по телефону показать свои знания английского языка. Если вы можете по телефону разговаривать, ну, достаточно свободно, ну, понимаете, переводчиком все могут пользоваться гугловским, но телефонный разговор — это очень важная составляющая знания вашего английского языка, уровень. Потому что часто получается, что нужно говорить именно по телефону, а не просто писать. Вот. Со мной все в порядке, мой английский им подошел, и назначена была встреча. Я выехал в Польшу в субботу после обеда, приехал я туда в воскресенье. Мне был заказан отель, номер оплаченный с завтраком. Я переночевал в отеле, все в порядке, паркинг там бесплатный рядом с отелем. И утром пошел буквально там 400 метров от отеля офис. В этом офисе я поговорил с Анной, она там как бы ответственна за это дело. Она дала мне бумаги и сказала, куда ехать. Я поехал в Польшу, там 20 километров на машине, как бы оформил место жительства, как-то там так получается, временное. Как бы прописался по-русски, да. Потом вернулся опять к Анне, и мы прошли потом метров 300, там налоговая служба, и оформили мои налоги. После этого я подписал договор с ними. Там хорошие условия, я скажу сразу. Там получается 190 евро в день. Ну, это я расскажу в следующем пункте о зарплате. После этого, это было в понедельник, Анна спросила, когда я выйду в Голландию, потому что надо было дальше ехать в Голландию. В итоге у меня получилось где-то 1900 километров проехать из Риги до
самой базы через Польшу, да, и до самой базы. Да, где-то 1900, ну, даже, может быть, больше получилось. Вот. И я выехал на базу уже в Голландию. Это то, что касается FME фикса, потому что в данный момент я уезжал на фирму, на компанию Fix работать. Третья компания, Nico 2. Это маленькая, небольшая компания латвийская. Вот, владеет ей Геннадий. Вот, с ним мы связались просто по объявлению. Я написал на Фейсбуке, что собираюсь работать. Ищу предложение график 8-4, это Европа. И 8 работаю, 4 отдыхаю. Связал со мной Геннадий, предложил зарплату мне. Вот такую я согласился. И все, когда приехал в Ригу, мы с ним встретились прямо в Риге, на Гранита улица. Там возле базы он показал мне машину. Я согласился, мы подписали договор. Договор там вообще буквально, я, честно говоря, такой договор впервые видел. Одна бумажка и просто моя подпись, и ничего там особенного нету. Вообще зарплата какая-то обговорная, да, договорная, на словах. Это все, что касается Ника. Офиса, соответственно, нету никакого. Машины Геннадия, грубо говоря. Это то, что касается Ника 2. Больше я об этом сказать не могу в этом пункте. И третья компания Cargo Trans. Четвертая компания Cargo Trans. Это немецкая компания. У нее есть филиалы по найму работников в Литве и в Польше. И, по-моему, даже еще в Румынии. А может быть даже и в Болгарии. Потому что есть там и болгары, и румыны, и поляки, и латыши, и литовцы, и украинцы, и белорусы. Но латвийцы идут через, как бы, даже нету латвийского филиала, там система такая, что по телефону связываешься, как я делал, да, есть, я не буду рассказывать про другие варианты, я говорю про свой вариант. Мне Арвид, кстати, привет тебе, прислал номер телефона, и я позвонил человеку, звали его Сергей, и зовут, он жив-здоров. Он мне рассказал все подробно, и мне условия на тот момент понравились. Вот, предложили мне немецкий контракт, 2700 в месяц. График мы обговорили 8/4 работы. И первую каденцию работаю 5 недель, отдыхаю 2 недели, потому что мне нужно по семейным обстоятельствам вот сейчас ехать домой. Вот. И когда мы обговорили, я сказал, что я приеду тогда-то, взял билет на паром, опять же вот на этот, и из Лепы выехал, из Риги выехал в Лепу, это 220 где-то километров, потом на пароме, и потом еще 420 до базы. Приехал я на базу, так, это было с пятницы на субботу ночью. Вот. И все, как бы, то, что я могу сказать о офисе и договоре. Но здесь есть нюанс. Когда я потом уже смотрел договор, который мне дали там, он был другой совершенно по срокам. Там было почему-то прописано 10 недель через 4 недели. Откуда такие цифры? Я был удивлен и вообще шокирован, с чего это вдруг. Если там с утра мне согласились со мной, что типа поработаю 5 недель через 2 эту каденцию, то потом я задал вопрос, почему такой договор, и что за ерунда такая, мне как-то никто не ответил. Так, ребята, это все, что касается первого пункта, который называется офис, договор. Да, кстати, там на самой базе есть офис на 2-м этаже, но это я уже больше расскажу, когда буду рассказывать о базе. Переходим к следующему пункту, ребята. Трансфер, так скажем, на работу и с работы. Что такое трансфер, я могу объяснить, кто не знает. Ну, я думаю, что все знают. Трансфер – это поездка из дома на работу и с работы домой. Хестерка. Там есть варианты, либо вы едете на бусе со всеми коллегами, ну, там 3, 4, 5 бывает человек едут, и по очереди меняются. Второй вариант, вы едете за свой счет на своей машине, и вам
на тот момент, я даже, может быть, скажу не даже на тот момент, а на данный момент, по-моему, 30 евро вам доплачивают. 30 евро, ребята, сами понимаете, из Риги в Любик, в Травемунде приехать, это вообще ничто. Может быть, ошибаюсь, может быть, сейчас 50 евро. Но если вы берете еще с собой коллегу, то и за каждую коллегу эта же сумма вам доплачивается. То есть, ну, скажем, 50 евро. Хотя, по-моему, 30 евро вам, если вы один едете, если вы едете с коллегой, вам 60, если вы берете еще одного коллегу, вам 90. Ну, сами понимаете, что это, ну ладно, одного ты можешь взять, но все с вещами едут, но это несерьезно. Если вы идете паромом, то вам на данный момент, у меня есть информация, что вам оплачивают полностью этот паром, то есть вот эти 140 или 150 евро вам возвращают. Причем и в одну сторону, и в другую. Вот это все я говорю вам и в одну сторону, и в другую. Четвертый вариант, но вы приезжаете в Травемунде. Единственное, паром, к сожалению, в субботу не выходит из Лепы. Он выходит в пятницу и в понедельник. Но вам надо уже быть в воскресенье, как бы... Нет, он в субботу не ходит, он ходит в воскресенье и в пятницу. А вам нужно уже быть в воскресенье вечером, к вечеру в Травемунде принять машину, потому что у вас может быть ранний выезд на работу. Вот. И есть второй вариант — самолет. Самолетом вы прилетаете, но обычно там прилетает в Амстердам, вас встречает на бусе и тоже возвращает вам стоимость перелета на самолете. То есть билет, да, возвращает. Соответственно, предъявляет чеки. Это то, что касается Хестеркампа. FME фикс. Трансфер не оплачивается, бензин не компенсируется, то есть вы едете буквально за свой счет. Ника 2, тут вопросов нету, латвийская компания находится в Риге, никто вам не будет оплачивать такси или на чем вы там едете, это уже ваши личные проблемы. Мне было близко, я садился на машине, приезжал на базу, там стояла машина, я оставлял машину на базе бесплатно и уезжал. Кстати, на Хестеркампе то же самое, машина стоит на базе, никаких денег за это не берут. Но удобно то, что вы можете сесть в свою машину и поехать в город, когда вы приехали на базу. То же самое и в Фиксе. То же самое в Ника. Ну, вы приехали в Ригу, сели на машину, вы не поедете по магазину, вы поедете домой. Карго транс. Трансфер в моем случае, ребята, не компенсировался, не оплачивался, неважно на чем и как ты выбираешься. На пароме, своим ходом, самолетом, все за свой счет. Это то, что касается пункта 2. Трансфер на работу и с работы. Переходим к следующему пункту. Это у нас по поводу организации. Она совершенно различается во всех компаниях. Совершенно. Начинаем Хестеркамп. Хестеркамп вы приезжаете, если вы начинающий, неважно, водитель, ну просто вы начинаете работать в этой компании, вы приезжаете в Олдензале. Это в Голландии. Это не Травемунд, это еще от Травемунда там, по-моему, 300 километров ехать. Соответственно, своим ходом. Либо вы, может быть, оставляете машину в Травемунде и бусом рабочим добираетесь до Олдензала, потому что Травемунд — это основная база латвийских водителей. В Олдензал вы приезжаете, у меня есть видео, можете посмотреть, там одно из первых, да, как я обучался, проходил инструктаж, все дела. Занял это целую неделю, целую неделю занял. Такая достаточно полезная вещь. Вот в Хестеркампе она присутствует. Вы приезжаете в Олдензалы, и мы ехали на рабочем бусе, вдвоем менялись, а бывает там и один едет человек, по-разному бывает. А бывает на бусе до Травемунда, а потом на рабочем бусе до Олдензала. Но на своей машине, я думаю, вы оставляете машину в Травемунде и едете в Олдензала на рабочем бусе. Вот. Что еще? Приезжаете в Олдензалы, там центральный, в принципе, офис компании, она голландская, да, Хестеркамп. Есть класс обучения, есть такая гостиница. Но я говорю, ребята, все это есть в одном из первых видео.
Но сам факт, вас обучают, как работать, вообще организация работы, как делать перецепы, как работать с планшетом, как работать с телефоном, какие фотографии делать, последовательность перецепов, последовательность оформления документов. Все вам объясняют в течение 4-5 дней. Вот это есть в Фейстеркампе. Далее, опять возвращаемся, FME Fix. База. Организация, я скажу так, я приехал ночью, 3 часа ночи я приехал, переспал часа 3 в машине и познакомился с директором Луис. Ничего толком мне не было объяснено. Я должен, в принципе, фикс должен был сесть на одну машину, но он мне сказал другую машину. До этого машины номер мне не говорили, где ключи лежат, мне тоже не говорили. Вот. И я прождал в машине. Когда мне дали машину, я в нее залез, начал делать там уборку, переносил вещи, то есть занимался организационными делами самостоятельно внутри кабины, да. Мне поставили инвертор, вот. Потом я пошел в офис. Офис недалеко находится, метров 300 от базы. Там подписал договор. И вот там мне рассказали, как сам процесс работы. Что там есть. Телефона там, по-моему, я уже не помню. Есть, по-моему, вот я уже не помню, был там планшет или не был планшета. Нет, там не было планшета. Вся связь шла через свой мобильный телефон. Через мой мобильный телефон, да. То есть свой мобильный телефон я использовал как WhatsApp, и там шла связь, и туда приходили вот я не помню, был там планшет или не был. Честно, вот, ребята. Нет, там был планшет. Все правильно, там был планшет, и туда приходили работать. Все. Был планшет. Вот. И, ну, когда какая-то информация нужна дополнительная, тогда связь была по телефону. Дали мне все контакты, дали мне список заправок. Заправки там еще. Ну, короче, все это было дано. И более того, в планшете были заправки, которые можно было выбрать прямо в планшете адрес заправок. То есть на этом не сразу, да, и не там длительное какое-то количество времени занимало это, но инструктаж, организация там была. Далее, Ника-2. По словам руководителя компании, маленький, но дружный коллектив. Я не знаю, насколько он маленький. Я знаю, что один директор, и, как он мне говорил, он же диспетчер. И три машины, 3 водителя. Инструкция, инструктаж. Маршруты я дам, заправки я дам, есть карточки, и все. Весь инструктаж. Да, вот так было Ника-2. Карго-транс. Организация. Приехал я, пока я ехал на паром, я решил связаться с Сергеем, сказать, что я выезжаю на пароме и буду там тогда-то, тогда-то. Ответа не было. Ни ответа, ни привета. Одно, второе, третье письмо. Звонил, трубку не берут, уже имейл отправил, да. Ни ответа, ни привета. Я уже сомневаюсь, я еду неизвестно куда, и меня никто не ждет. Какая-то странная ситуация. Ну ладно, решил ехать, залезть на паром, потому что если уж поеду, то найду работу сам. И в Германии, или в Голландии с этим проблем не должно быть. Потом уже утром, вот как сейчас, мне уже пришло сообщение, что да, меня ждут, номер машины такой-то, ключи там-то, и все. Вот это было по дороге. Как оказалось, как мне написали, Сергей вот за эти 4 дня его уволили. Очень интересно, правда? Вот. Организация. Я скажу так. Я приехал, мне объясняли, где находится ключ совершенно другой машины, от другой модели. Объясняли ключ от ДАФа, а машина у меня МАН. Хорошо, там был Арвид. Спасибо тебе, дружище. Он был на базе, и он мне показал, где находится ключ. Единственное, он мне не сказал, как у МАНа открывается капот. Ну ладно.
Ключ я нашел ночью. Залез в машину, все забросился. А вообще вещи не забрасывал, просто спальник, да, застелил и поспал. Утром меня разбудили. Не, я сам встал, умылся, познакомился там с Яном, это сын директора. Он мне просто показал, как машиной управлять. И сказал, подойдет Павел, там возьмешь у него договор, и он что-то мне там объяснит. Кто такой Павел? Павел это какой-то диспетчер, разговаривающий только на польском и немецком языке. Якобы он понимает по-русски, но не говорит. То есть, сами понимаете, контакта никакого нету. Выждав этого Павла часа 4, я подписал вот этот договор, в котором, как оказалось, потом совершенно другие цифры по работе. И он ничего мне толком вообще ничего не объяснил. Вообще. Просто включил мне там планшет, и я ему говорю, какой пароль на планшет, он даже мне этого не сказал. И на этом все. Показал карточку заправочную, и все. Дали мне какую-то папку, в которой там ЦМРки, да, и лист графика, работы, да, рабочего дня. Как пользоваться, чем пользоваться, ничего не объяснили. Единственное, хорошо, Арвид мне сказал, что нужно поставить хайеровскую аппликацию, и тогда будешь по ней ехать, и там ищи заправки, ставь фильтр, чтобы машина была такая-то, такая-то, такая-то. Длина, высота, ширина. Вот это вот все, что касается организации. Я говорю, а кто диспетчера? Диспетчер с тобой свяжется, он и будет диспетчером. Это вот такая вот инструктаж, и все, что вот это было. Никакого листка контактов, никакого адресов заправок, ничего этого нету. Потом в процессе работы со мной связался один диспетчер, потом второй диспетчер, и потом уже я сам этот клубок распутывал, и в итоге я его распутал. И теперь сам дошел до того, как происходит эта организация. Вернее, организация работы в этой компании. Так, следующий у нас пункт – машины. В каких машинах работают? Хестеркам. В основном это дафы. Там сейчас, получается, по-моему, вроде Мерседес уже появились. Но в основном это дафы. До 3 лет дафы, потому что после 3 лет их продают. Дафы укомплектованы почти полностью, но не полностью, есть там свои нюансы. Но есть инвертора. Инвертора достаточно мощные, до 1000 Вт, то есть мультиварку и чайник я мог спокойно одновременно включать, и ничего не происходило, инвертор не выключался. FME фикс. Я сразу попросил, чтобы мне поставили инвертор, что они и сделали, достаточно мощный, кстати, поставили мощный инвертор до 2000 Вт, но машина там Айвека. Про Айвека, машину века много рассказывать не буду. Комфорт, она достаточно такая теплая машина, да, все в порядке, едет и едет. Что там на дафах все, и круиз-контроль, и адаптивный круиз-контроль, все это есть. На Айвека тоже был адаптивный круиз-контроль, то есть он держал дистанцию. Свои нюансы там были у каждой машины, это специалисты могут рассказывать. Я не буду затрагивать эту тему, потому что начнется критика. Ника 2. Scania S500, отличная машина, все в порядке. Единственное, он сказал, что там инвертор есть, да, но я посмотрел, оказалось там инвертор до 600. Он даже мою мультиварку не включал. Договорились, что я куплю сам инвертор, сам его поставлю, он мне просто вернет деньги. А когда я буду уходить, то я заберу инвертор, а деньги ему верну. На том мы и сговорились. Да, тоже с Scania все отлично. Единственное, там неудобно две вещи. Шконка маленькая, чтобы она была большая, ее надо выдвигать. Это раз. И она сама по себе очень холодная, она очень быстро остывала. Во всех машинах, во всех фирмах, конечно, были автономки, с этим проблем нету, но только в дафе она какая-то странная. В Хестеркампе, я имею в виду, и там проблема вечно с аккумуляторами. Аккумулятор, одних хороший аккумулятор, других плохой аккумулятор, в третьем аккумулятор хороший, но компьютер показывает, что он уже сдох. И, вот там такая катавасия постоянно происходила. Не только у меня, а у многих водителей. Не представляете, вы спите, а у вас будет сигнализация, что нужно завести машину.
вы включаете, а там показывает 80%. Сон-то перебит, и вот это вот выбешивало. Карготранс, МАН, у меня был МАН 470 или 480, по-моему, последний. Инвертор там есть встроенный, но он 300 ватт. То есть он не чайник мой. У меня, кстати, слабомощный чайник, и мультиварка у меня чайник 650, мультиварка тоже 600 ватт. Все это не тянуло. Я хотел поставить свой, мне обещали дать провод, но я не знаю, как там его подключать. Это надо не через панель предохранителей, потому что там такие тепловые предохранители, они включаются, соответственно, они стоят после инвертора. Надо было скрывать, искать где инвертор и там подключаться. А так машина, я привык к ней, да, единственное, там нет адаптивного круиз-контроля, то есть дистанцию он не держит, он срабатывает только на аварийной дистанции, там менее 2 метров, да, там такое торможение конкретно, чтобы может все улететь. Автономка есть, все отлично работает, аккумулятор нормально работает, автономку можно крутить целую ночь, аккумулятор не выйдет из строя, но если вы поставите там 24-25 градусов. Это комфорт в машине. Да, кстати, забыл сказать, что в Ника 2 все работает через свой собственный телефон, а в Карготранс есть планшет и есть рабочий телефон, причем в рабочем телефоне есть интернет. И чем мы частенько и пользовались. Просто телефон такого плана старый, да, он настолько тормознутый. Ну, сообщение лучше отправлять с рабочего телефона, там, чтобы связь была на рабочем телефоне, а не на собственном телефоне. Но это все, что по машинам. Во всех компаниях. Следующий пункт. Работа, да. Топливо, эко, все эти вопросы. Хейстеркамп. Топливо. Очень большой, во-первых, заправки все на шелках. Карточка Shell, есть адреса, не все Shell адреса заправляются, определенные адреса заправляются. Заправки можно делать в любой день, кроме субботы и воскресенья. То есть в пятницу в 24:00 завершается возможность заправить. Есть некоторые заправки, которые надо заправляться, да, и в субботу можно заправиться. Но это в основном, когда идет уже сдача машины. Вот. Холостой ход. Очень сильно смотрят на холостой ход, причем пишут письма. Даже если у тебя, например, куча перецепов, они сразу пишут, что обратите внимание на холостой ход. Что у вас холостого хода слишком много. Устаешь, и нужно им ответить, устаешь объясняться. Очень большое внимание уделяется эко-вождению. Там на портале есть, кстати, там вы регистрируетесь на портале в Хейстеркампе, и там можете смотреть свои показатели по зарплате, по эко-вождению. И если эко-вождение у вас менее 85%, оно составляет там нескольких моментов. Пользование круиз-контроля, холостого хода, ускорение, что там еще, ну, куча вот торможение, экстренное торможение. Все эти складываются, да, и средний, если получается 85%, меньше 80%, то у вас что-то снимается. У меня такого никогда не было, что менее 85%. У меня было все в порядке. На паркинге. Паркинги оплачиваются, причем вы просто берете чек. Ну, видите, в Хейстеркампе иногда бывали случаи, что автоматически, да, шлагбаум на паркинг открывался благодаря там шелл-боксу, и тогда никаких проблем нет. А так вообще вы берете чек и фотографируете, отсылаете его в бухгалтерию и потом получаете компенсацию раз в месяц. Не сразу, а раз в месяц. Я это позже расскажу. Можете хоть каждый день становиться на автохов. Ну, конечно, будут вопросы, но если вы реально поздно едете, что на автохопах бывает, что места нету, то есть не запрещается. Кто-то стесняется, а кто-то не стесняется. Люди все разные.
Диспетчера все мы люди. Что там делаешь, что там? Диспетчера все мы люди. И то есть человеческий фактор присутствует. Есть хорошие, есть плохие. Для одного этот хороший, для другого он плохой. Тут как бы не мне судить, каждый выбирает для себя, кто его как устраивает. Но приходится работать со всеми. Очень много ночных поездок в Хестеркампе. Даже не важно, если вы там написали, что ночью не едете, вам просто дают ехать ночью. Причем в любой. И в 10 вечера, и в 11, в 12, и в любой момент ночью. Но не забываем про ночную работу. Это то, что касается Хестеркампа. Фикс. Фикс в основном топливо. Тоже шелки. В основном заправки идут Бельгия. Да, заправляется в основном Бельгия. Есть адреса бельгийских заправок. Если в Хестеркампе есть список всех стран, где заправляемся, просто определено, где заправляется по полной, потому что там дешевое топливо, то в фиксе только Бельгия. Остальные страны только по указанию чисто вот адреса, где ты можешь заправляться. Эковождения там не существует, на это там никто внимания не обращает. Паркинги оплачиваются, причем оплачиваются не раз в месяц, а буквально через день, как послал чек, так и получил сразу денежки, перевод. Ночью, если надо ехать, едем и ночью, так скажем. Если не надо ехать, ну там никто не заставляет особо ночью ехать, просто там смотришь по выгрузке. На фиксе я ехал, там они, в принципе, специализируются на возить зерно, да, на прицепах с движущимися полами, walking floor так называемые. Но меня так и не посадили, я сидел на тенте с грузами сборными, это был ужас. Грузят так, выгружают так, грузят так, выгружают по-другому. Можете посмотреть мою прошлую каденцию, 9-ю, где там постоянно об этом говорю. Такова работа. Диспетчера, там один только диспетчер, Рикардо, и он иногда такие перлы выдает, что просто поражаешься. Бывало так, что адрес один, а на самом деле это другой адрес, фирма одна, а это другая фирма, и т.д. и т.п. Что еще? Ну да, поэтому, наверное, все. Я просто смотрю на бумажку, чтобы не забыть пункт, слишком много информации надо дать. Ну, вот. Ника-2, топливо, это вообще в последний момент тебе дают адрес, где заправляться, и ну, особо там за топливом не следит, но высказать может, да, что где-то перерасход. Эковождения никакого нету, все время на круизнике только едешь. Паркинги в основном платные, хотя обговаривали, что да, можно бесплатные, можно платные, но слишком нельзя там долго, знаете, короче, нельзя платные паркинги, нежелательно. Я стоял 2 раза на паркинге платном, 2 раза или 1 раз. Стоял на платном паркинге, и то потому что в Испании там в зоне в таможенной. Вот. Но за паркинг деньги тоже сразу возвращаются. Что? Ночная езда там, в принципе, ее нету. Вот, ну, получается так, что ты как бы начинаешь нормально, а в итоге загрузка заканчивается поздно. То есть у тебя выезд поздний, да, получается, и у тебя все время сдвигается. Не будешь ты ехать 4 часа, чтобы встать 7 часов. Ты едешь по полной там, до 10, до 11, 12, соответственно, следующий день у тебя выезд поздний. И может получиться так, что ты в час и в 2 ночи остановишь. Карго-транс, топливо, есть карточка Хайр и есть карточка Танк 24, по-моему, да? Танкинг 24. Но в основном это хайровские заправки, есть аппликацию, она на телефоне есть обе аппликации, или лучше самому скачать и по ней смотреть, где ты заправляешься, потому что надо ставить фильтр. Машина там более 12 метров, там дизель, AdBlue, чтобы не получилось, как у меня получилось, что я приехал за AdBlue, а там его нет.
эко там нету, экономии, да, вот такой эко-режима, экономии топлива там никто не смотрит, на холостой ход тоже никто не смотрит, паркинги оплачиваются, если они паркуются, ну, вы паркуетесь, да, где-то на платном паркинге, оплачиваются. Есть хайровские паркинги, которые бесплатные, да, по этой карточке, по топливной. Ночь, хоть они и говорят, что ночью мы не едем, на самом иногда якобы в 3 часа ночи надо будет куда-то рядом поехать, ничего подобного. Я 2 раза выезжал, грубо говоря, до 12, до полуночи. То есть есть это все. Диспетчера, в принципе, немцы в основном диспетчера, но есть 3 диспетчера посредника между немцами и русскоязычными водителями, и 1 польскоязычный водитель. Он типа полякам переводит, дает за работу, а еще есть 2 диспетчера, которые дают русскоязычным. Но если вы по-русски не понимаете, но говорите по-английски, может быть, вам позволят работать напрямую без посредников. А посредники, сами понимаете, вам звонят, говорят одно, вы отвечаете другое, она может перевести или он перевести может так, как ему выгодно. И вы будете выглядеть совершенно в другом виде. Да? Вы сказали одно, а диспетчер перевел немцу другое. И там идут непонимания. Недопонимания, так сказать. Но вот это вот то, что касается работы. Да? Работы, топлива, эковождения, диспетчеров, паркингов, да, и ночной работы. Я хотел добавить такую вещь, что никто не объясняет, как работать с палетами. Никто не объясняет, что их надо менять. Никто не объясняет, что нужно делать, если палеты не меняют. Короче, никакой информации, но нужно якобы их менять. И потом начинают спрашивать у вас, не дав вам информацию, не проинструктировав вас о работе с палетами. Вот те, кто работает в Германии, те знают, да, что у них в Германии очень это норма, обмен палет. Соблюдение РТО, то есть режима труда и отдыха, Хестеркаум, иногда просят нарушить, но не намного, иногда просят. Но все зависит от вас, ребята, как вы себя поставите. Я за все время нарушил только 1 раз, и то это по необходимости. Я шел на базу, да, и там просто не было паркингов, и нужно было срочно доставить груз, но получил сообщение, что фирма оплачивает мой штраф, если будет штраф. Это было в Бельгии. Тоже есть, кстати, видео. И там где-то я переработал, по-моему, 1,5-2 часа даже переработал. Чуть больше часа. То есть, как бы это можно, да, доехать и с распечаткой, что по указанию шел на базу, на отдых, да, с компенсациями. И так и произошло. FME Fix иногда тоже просят нарушить. Но я еще раз говорю, что нужно требовать тогда, чтобы прислали подтверждение, что они оплачивают. Но у меня получилось так, что они прислали подтверждение, что оплачивают, я поехал, нарушил, и в эту же неделю меня отправили домой. Ну, сами понимаете, комментарии излишни. Но ребята иногда нарушают, и работает все в порядке. Ника 2. Значит, да, все в порядке, соблюдаем, без проблем. Надо стоять, значит, стоим, надо ехать, значит, едем. Можно ехать, значит, едем, да, это без проблем. Карго Транс. Карго Транс, там интересная ситуация сложилась, я так до сих пор и не понял. Многие ребята им прямо звонят, говорят, ты больше не можешь ехать, потому что у тебя руль плюс молоточки уже больше 9, либо больше 10 часов будет. Я первый раз такое слышу, но какие-то типа немецкие законы. Вот, и что еще? Но иногда просят нарушить, но, ребята, все зависит от вас. Как вы на это отреагируете, все зависит от вас. Да, и хотел добавить, что в один из дней в Карго-Трансе меня, конечно, очень удивили. У меня заканчивалось время, я должен был приехать закрыть смену на базу. Мне было указание, типа, я приезжаю на базу, закрываю смену, вытаскиваю чип,
на мое место садится коллега, и мы едем на выгрузку. Причем он не выгружает, потому что, ну, я его понимаю, он вообще-то домой должен был ехать, как оказалось. А я буду заниматься выгрузкой. И как вы считаете, это нарушение режима труда и отдыха или нет? Ну, такие наивные, но поскольку я так, ну, был бы как бы особо не против, да, привычка такая дурная, морская и армейская. Сначала выполняешь приказания, указания, а потом уже обсуждаешь их. Ну, тут так, я просто поехал вместе с ним, но смеялся всю дорогу. Зашибись они придумали. И я хотел потом задать этот вопрос. И я потом задал этот вопрос, на каких основаниях меня послали на выгрузку. Это то, что касается вот РТО, да, в Карго-Трансе. Интересно, правда, вариант? Следующий пункт. Связь с диспетчерами. Язык, да, ну это я могу повториться еще раз, ничего страшного в этом нет. Извините, что у меня может быть какой-то сумбур, да. Нет у меня времени разложить все по полочкам. Значит, связь с диспетчерами. Хестеркам. Есть телефон рабочий, есть планшет, где все можно отослать, да, сообщения, вся эта вещь. Там отмечаешь, что ты сделал, что ты вообще делаешь, расцепка, загрузка, выгрузка, ожидание, как заправка, мойка, пауза, ну все просто нажимаешь, и все это есть в планшете. Также есть телефон, который ты должен фотографировать при расцепке, перецепе, да, прицепа. Есть свои нюансы, да. Вот. Это отсылается, но это для тебя, как бы, прикрыть задницу, что если что-то не так, у тебя есть чем ты мог оправдаться, да. И связь постоянно, да, то есть нет проблем. Ваш, короче, повторюсь, ваш телефон личный, рабочий телефон личный, планшет. Все с этим понятно. Фикс. Есть планшет, тоже можно связь. И есть ваш телефон. Я вот не помню, рабочий, вот я не могу помнить, рабочий был. Планшет точно был, рабочий, не было, по-моему, рабочего телефона на фиксе. То есть то же самое, все то же самое. Ника 2, никаких планшетов, только ваш личный телефон. Карго-Транс, планшет, рабочий телефон тормознутый и ваш телефон. Все так же, как примерно в этом самом в Хестеркампе. Единственное, что не надо фотографировать груз. И я делал по привычке в Карго-Трансе. Приезжал я на место, пишу на месте. Началась выгрузка, погрузка, пишу, началась погрузка, выгрузка. Когда все завершено, все полностью закрепился, готов на выезд, фотографирую СМР-ку, либо документы какие надо, там, палет-лист, ну, короче, документы, да, на груз. Фотографирую, отсылаю и пишу, загрузился, выгрузился. Следующий пункт. Зарплата, авансы, налоги, высчеты, да, и как это называется, компенсации, да, так скажем. Зарплата, значит, начнем, еще раз, может, где-то повторюсь, но скажу так, зарплата Хестеркам у меня было 70 евро, сейчас вроде, если ЭДР нету, то 79,5 евро, раньше было, если ЭДР есть, 75, если сейчас есть ЭДР, то 83,5. Но, ребята, говорю еще раз, можно обсудить при устройстве на работу, какую зарплату вы хотели бы получать. Авансы в Хестеркампе каждую неделю 175 евро, каждый понедельник приходят. Налоги там платят, по-моему, с минималки, сейчас, честно, не знаю, 600 или со скольки там, ну, налоги платят какие-то там определенные. Теперь паркинги, да. Зарплата в Хестеркампе приходит каждого 10 числа, а вот чеки, которые вы там что-то покупали, там, скажем, перчатки, ну, что-то покупали, да, по разрешению, а также паркинги, да, вам приходит за день до этого. Поэтому очень удобно. Вы 9 числа, вам приходит начисление за чеки, вы видите, вам все компенсирую или не все компенсирую. А 10 числа вам приходит уже зарплата. 10, да. Зарплата. То есть все очень прозрачно. ФМЕ фикс. У них авансов нету.
Паркинги все эти, как я и говорил, выплачиваются там через день. А зарплата приходит каждый, по-моему, каждый четверг. Да, каждый четверг приходит зарплата, но там система такая: первые 3 недели вы ничего не получаете, деньги уходят как бы на депозит, а 4-й неделе вы начинаете получать за 1-ю неделю, на 5-й за 2-ю, да, и вот так вот. И потом, когда вы приезжаете домой, вы продолжаете еще получать 3 недели зарплату. Авансов там нету, но всегда есть возможность попросить, чтобы вам выписали аванс. И даже договориться можно, что первые 3 недели, чтобы вам аванс каждый там понедельник выплачивали определенную сумму. С этим проблем нет. Зарплата фикс 190 евро в день. Но если в Хестеркампе вам платили за каждый день, неважно, суббота, воскресенье, праздники, стоите, едете, то фиксе нет. Фиксе, если вы стоите 24 часа, либо 45 часов, либо больше, вам за это не платят. Платят 190 евро. Но фиксе там, помимо этих 190 евро в день, каждую неделю у вас высчитывают $20 бухгалтерские, административные, так скажем, потом 5% какой-то польский налог, 5,5%. И один раз в месяц у вас высчитывают специальный какой-то специальный польский какой-то социальный налог в районе, по-моему, 105 евро каждый месяц. Причем они выплачивают не месяц вперед, высчитывают, ну вот в ноябре не за декабрь, а в ноябре за октябрь. И еще при подписании договора в фиксе вы подписываете медицинскую страховку. Но об этом, опять же, чуть-чуть позже. Которая, кстати, вас один раз в год высчитывают. И вот можно посчитать, то есть если отработав где-то 6 дней по 190 евро, я на руки получал, по-моему, 945. По-моему, что-то 945 евро я получал на руки. Где-то вот так. То есть вот эти высчеты. Ну, грубо говоря, грязными 190 минус 20 евро в неделю, 5,5 польский налог, да, социальный, и тогда вы получаете эти деньги. Ника 2. Зарплата обговорена. В моем случае это было 85 евро в день. Каждый день, неважно, стою я или еду. Единственное, если я в Ригу приезжаю, иду домой, вот эти деньги мне не оплачиваются. Аванс их нету, но можно договориться. Я договорился, что мне каждую неделю перечислялся аванс в районе 200 евро. А зарплата 5 числа, каждый месяц. И паркинги, соответственно, у меня их не было, но у меня были, они оплачивались буквально на следующий день. Cargo Trans. Зарплата 2700 в месяц. Неважно, стою, еду, ничего, 2700 в месяц. Паркинги. Зарплата, да. Авансы. Авансов нету. Я не знаю, даже я не пробовал договариваться. Могут прислать аванс, по-моему, не могут. У них нету авансовой системы. И зарплата, что в Ника 2, что в Cargo Trans один раз в месяц. Определенного числа. Ника 2 налоги нормально. С этим все в порядке с налогами, да, хорошо налоги платятся, не по минималке, там по какой-то нормальной схеме, там достаточно хорошая сумма, я проверял по порталу. В Cargo Trans там налоги немецкие, потому что у меня был немецкий договор, и с возможностью через год вернуть эти налоги, да, как у нас в Латвии. Но если вы еще оформляете супругу по налогам, то мне положено еще плюс 200 евро, то есть я получал бы не 2700, а 2900. Причем можно оформить, там специальная такая бумага есть, анкета заполняется, можно оформить ее, там, скажем, через 6 месяцев, и вам вернут вот эти деньги, которые вы переплатили за время работы. Медицинская страховка. Хестеркамп. На начальном этапе вы не застрахованы, но у вас должна быть своя европейская страховка на то, чтобы самое минимальное получить какую-то помощь, то есть должны вас отвезти в больницу, да, привезти в больницу, но в любом случае все водители застрахованы,
по Европе. А вот отдельную медицинскую страховку на Латвию вам положено будет через 3 месяца работы в Хестеркампе. Тогда вы получаете карточку и пользуетесь всеми услугами страховой компании. На фиксе польская страховка. Есть два варианта страховки. Либо вы берете страховку только на работу, во время работы и на территории Польши, пока вы едете домой, либо на работу. Она стоила 70 евро. Второй вариант, вы берете полную страховку, она стоила 105 евро, то есть, которая работает в Латвии, да, тоже. Но там, если вы что-то где-то оплачиваете в Латвии, вы просто берете чеки, пересылаете в офис и вам возвращают. НИКа 2, никакой страховки вообще нету, ни водительской, ни европейской, ничего, только то, что у вас есть, это европейская бесплатная, все, больше ничего нет. Cargo Trans. Страховка есть, немецкая полная страховка для водителей, ну и европейская. Причем страховка, как я понимаю, и должна работать, потому что я еще домой приеду, посмотрю, что там за письмо пришло, по-моему, она работает даже на территории Латвии. Но в фиксе вы платите, да, за нее, а в Cargo Trans она бесплатная. Вам дается бесплатно. Теперь расскажем о базах. Я там начал рассказывать, но я не договорил то, что нужно вам услышать. То есть условия, комфорт, интернет. Хестеркамп, как я говорил, 3 базы. На всех базах есть стиральные машины. Я не был в Мангейме, я скажу про 2 базы. Травемунде. Туалет, душ, стиральная машина, кухня, Wi-Fi бесплатный, столовая, все это есть, где вы можете приготовить, покушать, и мойка машины, там же все это есть. Олден-залы, все то же самое, кроме, наверное, места, где вы можете готовить еду для себя. Ну, может быть, только если вы пойдете в гостиницу, там, ну, можно туда пройти, там, где вот, когда вы учите, живете, там есть кухня, да, и вот там, по-моему, готовят. Но я туда ни разу не ходил. А так то же самое, есть душ, туалет, стиральная машина, Wi-Fi, все условия. В Мангейме я не знаю, я там не был. В Хестеркампе 4 базы. Еще есть в Генте база. Забыл сказать. В Генте еще точно же есть база в Бельгии. Там тоже есть интернет, стиралка, кухня там есть, туалет и душевая. Забыл сказать. Фикс. Есть душ тоже. Кстати, у меня про все это есть видео. Есть душ такой, есть, короче. Туалет есть, душ есть Wi-Fi. Комфорт, так скажем, база небольшая, можно переночевать. Все это есть, и главное, что машина рядом есть ваша, сели в город, поехали. НИКа 2 базы нету, как я говорил, там, где машина стоит, это не база, там арендуют 2 места, и все, больше ничего нет этого. Cargo Trans. Есть туалет, есть душ, есть кухня, правда, без плит, без ничего, только розетки. Я там готовил свои вещи, свою еду, грубо говоря, через розетку. Интернета нет. Интернет есть в рабочем телефоне. График работы, ребята. Хестеркамп. Нормальный график. 6 через... я ошибся. 6 через 2, ребята. Это 8 через 3. 6 через 2. 6 через 2, 3 через 1. Это норма. Либо 3 через 1, либо 6 через 2 вы работаете. Да, вот так. Можно договориться 8 через 3. Мне нужно было 8 через 4, но не пришли мы к консенсусу, так сказать. Фикс. В принципе, не менее 8 и 3-4 дома. Как вы договоритесь. Можно и 10 отработать, тогда 4 дома смело можете пихать. НИКа 2 мы договаривались изначально 8 через 4, так в принципе и получилось, но просто пришлось нам расстаться. Cargo Trans.
В моем случае литовцы работают 8 через 3, 10 через... Ой, 8 через 4 в основном, да. В моем случае почему-то было назначено 10 через 4. Вот. Как-то мне особо это не понравилось. Штрафы, вычеты, да. Хейстеркамп. В принципе, когда вы сдаете машину, да, или что-то произошло, если по вашей вине там какая-то поломка, то у вас, конечно, какую-то сумму высчитают. Надо учитывать, что есть какой-то там, не более какой-то суммы определенной, я уже не помню, но есть определенная сумма, больше, по-моему, 500 евро. Не буду врать, есть определенная сумма, больше которой с вас не высчитывают. Это в Хейстеркампе. Фикси, в принципе, не знаю, наверное, высчитывают, если... да, там написано, что там тоже есть определенная сумма, по-моему, не более 1200, даже при большой аварии с вас не высчитывают. Вот. Но надо учитывать все это, если вы в нормальном состоянии, трезвые, не под кайфом каким-то, да, все эти дела. Ника 2, вообще ничего не понятно. У меня произошло там, сломался шток не по моей причине, да, который там этот самый ставится. И, по-моему, меня тоже пытался он высчитать. Когда прилетела мне там зайца или косуля, с меня 350 евро высчитали. Ну, походу, только из-за того, что я там не вызвал полицию, потому что я не знал, что вообще ко мне что-то прилетело, но потом обнаружил, уже у меня и времени не было остановиться, чтобы посмотреть, чтобы у меня там заканчивалось время, что случилось. Ну, высчитали с меня. В итоге с меня высчитали 500 евро. На ответ мой, если мы говорили Самарийск 350, за что остальное, я так и не понял. Ну, там открывали американские солдаты тент, и, видимо, перевернули его, и когда я уже выезжал, крепился, увидел, что он сломанный, и с меня было решено типа высчитать. Ну, ребята, ну вы, блин, конечно, это некрасиво, это очень некрасиво. Ника 2, да, это Cargo Trans. Не знаю, посмотрим, высчитают с меня, не высчитают, но там машины все перецарапаны, в Манне очень низкая посадка. Когда показываешь ему там машину тут царапин, он говорит, все в порядке, никаких проблем нет. Ну, следующий пункт — грузы, перевозка грузов. Хейстеркамп. Перевозят все. Вот все, что перевозится, все перевозят. От бумаги и стекла до сена и мусора. Ну вот все, что даже. Уже смотрю, есть цистерны ездят хейстеркамповские, ну все, и даже концерты, да, они возят концерты часто, и это их специфика такая основная. Фикс, FME Фикс. Фикс вообще специализируется на перевозке зерна. Я тоже должен был пойти на зерно перевозить, но меня пока временно поставили на тенты, я так и проработал все там 5 недель на тентах. Ника 2, ну, обычная логистическая, ну, как транспортная компания, которая перевозит, есть груз, мы его везем. Да. Ну, Хейстеркамп работает по всей Европе. Фикс работает в основном даже Германии не бывает. Голландия, Бельгия, Франция. Я не помню. Австрия была. Нет, Австрии тоже не было. Короче, вот эти вот страны. Говорили, Бенилюкс и Франция. Ну вот там я и был. Ника работает, в основном я был Латвия, Испания, через Польшу, Германию, Францию, да, Франция. Через Голландию я не ехал, через Бельгию ехал. Ну и, да, Италия. Или Испания. Cargo Trans. По всей Европе, но я был где? Я был Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Испания. Не, Испания не было. Италия, да. Вот, ну, Австрия, да. Это вот где я был. Тоже возят все. В основном он специализируется, как говорят, на перевозке стекла. Но я возил все. И сейчас возят все. И регипс возят, и вот эти вот
Мельницы, да, тоже возят на стройку там, где их строят. Как-то так. Сдача машин, отъезд домой. Хейстеркамп. Хейстеркамп домой уезжает обычно в субботу, так скажем. Бывает в пятницу, бывает на пароме, бывает на своей машине, бывает самолетом. За какое-то время, там, за неделю, по-моему, приходит сообщение, чтобы вы сообщили, когда и каким образом вы едете домой. Вы сообщаете, и к этому времени планирует диспетчер вашу поездку. Но, повторюсь, надо всегда напоминать, потому что бывало такой случай, ты в пятницу ехать, а ты еще в пятницу работаешь. Вот. Особенно это важно, если у вас паром или самолет заказан. Смена идет опять так же самое, на своей машине, самолетом. Бывает на тягачах, да, до Лепы, там на бусе домой, как и на работу. Садишься на бус в Риге, едешь в Лепу, в порт, оставляешь там бус, пересаживаешься на тягач и на пароме едешь на работу. Причем надо приехать заранее на базу, надо успеть помыть машину, убрать машину, заправить ее полностью. И идет проверка, сдача машины, да, на чистоту, на всякие там нюансы, где царапины, где там какие-то пробоины, да, вот все это проверяется в Хейстеркампе. На фиксе ты сообщаешь, что ты едешь домой, там обычно в субботу последний рабочий день, и ты сообщаешь, что ты в понедельник едешь домой, приезжаешь на базу, и все, и поехал домой. Прибрал так машину, потому что там никто не принимает твою машину, потому что я принимал машину, она была в свинячьем состоянии, я ее там драил, как этот самый, как профессиональный уборщик. Ника 2. Ну, знаю, приезжаешь в Ригу, оставляешь машину, оставляешь ключи там где-то и уходишь. Вся смена такая. Карготранс, то же самое. Единственное, хорошо, что я начал, ну как то же самое, примерно как в фиксе. Тоже люди разные, кто-то сдает машину так ляп-ляп, все, вещи собрал, типа воздух сдул и ушел. Нет, я привык к чистоте, сдавать машину. Единственное, там, вот я уезжал вчера, я даже не знал, во сколько приедет на мою машину сменщик. Планировал, что он приедет вообще в воскресенье, как мне говорили. Но я начал уже заранее, в пятницу убрал и начал в субботу. И как только я убрал, в 9 часов ко мне подходит чудак и говорит, это моя, вот эту машину я буду брать. Никто не проверяет, ничего не проверяет, оставляешь документы на машине, ключи, все, и чао бомбин. Коллектив, коллеги. Это очень важно, да, для вас, для любого из вас, чтобы коллеги ваши были адекватные, нормальные. Хейстеркамп. Мы стояли на латвийской базе, даже, правда, я сейчас не могу сказать, что латвийская она или уже не латвийская. В основном на той базе стоят больше машин из Латвии, да, но в них сидят, бывают и украинцы, и белорусы, и даже иногда и россияне. Вот. Поляки стоят и немцы стоят. Олдензала считается более румынская база. Не знаю, почему так считают, там больше румын. Гент считается польская база, там больше поляков. А Мангейм, я даже не знаю, чья это считается. Может, она считается румынская. А это Олдензала, может быть, голландская, честно говоря. Но коллектив разношерстный, все люди, я говорю, еще есть литовцы, не, литовцев нету, сори. Есть латыши, русские, украинцы, белорусы, поляки, румыны, болгары, немцы, голландцы. Это вот основные, да. Ну что, ребята, вот все рассказал, что хотел вам рассказать. Извините за какой-то сумбур. Ну, я думаю, что общее впечатление работы в этих 4 компаниях я до вас донес. Моменты основные рассказал. Выводы делать вам самим, потому что для одного плюс это для другого минус и наоборот. Да? Могу сказать единственное, что я в последнюю компанию Cargotranz не возвращаюсь. У меня уже есть предложение, но сейчас главное мне побыть дома. Нужно решить наши там дела семейные.
и потом я уже поеду на работу. Куда поеду, это я уже расскажу, когда буду выезжать. Но точно могу сказать, что я не возвращаюсь обратно на данном этапе, хотя мы попрощались достаточно хорошо, обо мне хорошего мнения, как работники, да, это радует, но все возможно. Но в любом случае, если я вернусь в Карготранс, я вернусь не на немецкий контракт, я вернусь на литовский контракт. Скажу почему. Там работает несколько компаний с Карготрансом литовских, и у них всех разные варианты. Есть также, которые работают на немецком контракте, более того, им платят и дома, и на работе. Может быть, не 2700, там чуть поменьше, но и там, и там, и там платят одинаково. Всем этим компаниям компенсируется доезд, трансфер на работу и обратно. То есть некоторых по 150 евро доплачиваются, некоторым дают карточку топливную, и они заплачиваются до определенной суммы. Некоторым какие-то деньги оплачивают, некоторым компенсируют билет. Но сам факт, что 100-150 евро в каждую сторону доплачивают. Более того, если вы везете, например, вам доплачивают 150 евро, и вы везете коллегу, то вам еще 150. Если вы везете еще одного коллегу, вам еще 150. То есть идет доплата. При этом зарплата от 90 до 105 евро в день. Так вопрос, а зачем мне нужен немецкий контракт? Зачем? Вот поэтому, если я вернусь к Карготранс, то я вернусь уже на литовский контракт через Литву. Ну что ж, время подошло. Надеюсь, вам понравилось. Если вы получили хорошую информацию, поставьте пальчик вверх. Ну, нет, проигнорируйте. Ну и вопросы задавайте в комментариях, как обычно отвечу. Ну и там все, ребята, как обычно. Берегите себя, своих родных и близких, и все будет правильно. Чики-пуки. Пока.